Спасибо, что зашел ко мне. Сейчас я покажу по шагам процесс публикации любой игры в Google Play. Начну с плана действий и того, что нужно тебе, чтобы опубликовать все оперативно. Итак, план таков. Корректная настройка проекта, билд игры, создание креативов для страницы в Google Play, создание приложения в Google Play консоль. Для тех, кто еще не опубликовал, доступ к консоли разработчика стоит $25, это единоразовый платеж. Дальше создание политики конфиденциальности, это просто и быстро. И, наконец, это загрузка файла игры в Google Play консоль. Готов? Поехали! Охо-йо, ребята, вы в вселенной Rable. На своем канале обучаю всему, что умею сам в сфере компьютерной графики и разработки игр. Итак, работать буду с тем же приложением, которое я делал для моего урока про интеграцию всех видов рекламы Unity Ads. Потому сейчас не буду говорить про жили-были шары кнопка, а сразу к теме урока. А если интересно узнать о них, можешь пойти потом и посмотреть этот урок. Он в описании или в подсказке сверху. Начинаем с первого пункта. Корректная настройка проекта. Итак, файл, build settings, player settings. Идем по порядку. Название вашей компании. Придумываете или уже придумали. Оно потом отображается вот тут. Дальше имя нашей игры. Просто и лаконично. Потом версия игры. Я сейчас оставлю 0.1 по той причине, что это все-таки пример и публиковать буду в закрытый доступ. Если же это ваш первый релиз в открытом доступе, то можете поставить 1.0. Также никто не мешает ввести нумерацию более четко. 1.0.0. В общем, вы поняли. А дальше идет иконки игры и изображение для курсора. Иконку сделаем чуть позже, а вот курсор тут нам не нужен. Это нужно для игр на ПК. Теперь переходим к этим всем свиткам. Можете их посворачивать, как у меня, так проще ориентироваться будет. Первый свиток – Icon. Тут можно добавить адаптивные иконки вашей игры для уровня API-26 и ниже, это Android 8. Также добавить иконки с закруглением для API-25 и ниже, это Android 7.1. И общие иконки. Обычно я это не трогаю, достаточно загрузить главную иконку выше. Но если у вас особая картинка, особая иконка, которая может не очень смотреться на разных устройствах и с разным качеством, то это лучше настроить вот тут. Дальше. Resolution and Presentation. Тут обычно тоже ничего не трогаю, по умолчанию все окей, разве что поставить ориентацию вашей игры. И это важно. Если оно у вас строго портретное, и вы вот тут это не укажете, то при повороте телефона у игрока перевернется и сама игра, и вся UI слетит. Все это фиксится поворотом обратно, но лучше, чтобы этого не было вовсе. Теперь идем во вкладку Splash Image. Это тот раздел, который отвечает за окно загрузки вашей игры. Его можно отключить только в платной версии Unity, а это когда вы уже получаете приличные деньги с ваших игр. Думаю, таких тут зрителей нет, по причине того, что информация про публикацию им явно не нужна. Когда нажмем на превью, то увидим в окно Game то, как будет наша игра запускаться. В Splash Style можем выбрать светлый или темный вариант. А в анимации, соответственно, сам тип анимации. Статический, Dolly, более плавный, или Custom, где можно настроить зум логотипа и заднего фона. Я оставлю Dolly. Дальше выбираем тип отрисовки. Иконка будет вместе с логотипом Unity или по очереди. В первом случае мы можем добавить ту же иконку нашей игры или сделать другую. Я пока оставлю заглушку, когда уже сделаем иконку, я ее тут заменю. Можем также настроить время ее показа. Нажмем превью и посмотрим, как получилось. Если же вы не хотите одновременно показывать обе иконки, вашу и Unity, можете выбрать режим секвенции и тут настроить свои слои, их может быть больше 2. Изображения выше идут первыми. Дальше настройка заднего фона. Тут, думаю, все понятно. Прозрачность, цвет, размывать или нет. Также вместо цвета можно поставить свою картинку. Теперь идем во вкладку Other Settings.
Большую часть оставляем по умолчанию, разбирать каждую уйдет много времени. Если хотите больше информации, обратитесь к справке. Нам тут нужно всего несколько параметров. Сначала проверяем строку package name. Она начинается на com и дальше через точку имя компании и имя игры, которое вводили в начале. Дальше версия игры. Тут дублируем ту же версию, что и выше. Теперь важный момент. Версия бандла. Первая ваша публикация будет с номером 1, и каждое последующее обновление должно быть на единицу больше. То есть, когда вы выпустите ваше первое обновление и пойдете загружать в Google Play, то обязательно поменяйте на 2. Следующее обновление 3 и так дальше. Иначе у вас не пройдет загрузку ваш файл игры. Дальше минимальный уровень API, можно считать версией Android, и целевой, тот, под который разрабатывается игра. Минимально рекомендую ставить 21, а максимальный обязательно 30. Почему так? Это такие требования к играм и приложениям, которые скоро вступят в силу. Про это я говорил в своем недавнем видео, обзор конференции Google I.O. 2021, начиная с 5 минуты. Смотри подсказку или описание. Вот скрин с моего видео. В августе 2021 года новые приложения должны быть с целевым API 30, а в ноябре уже не только старые приложения должны быть с этим уровнем, но и все обновления для них. Думаю, тут все понятно. Идем дальше. В скриптинг backend ставим IL2CPP. Позволяет улучшить безопасность игры и уменьшает ее размер. Также позволит избежать некоторые ошибки при билде. И ниже ставим галочку ARM64. С этим разделом все. Идем к последнему. Это Publishing Settings. Тут нам надо подписать свою игру ключом. Это надо для того, чтобы Google понимал, что загружаете игру именно вы. Грубо говоря, поставить на игру пароль, но он сверяется только при загрузке файла внутри системы. Если попробуете загрузить другой файл без этого ключа, то система его просто не пропустит. Чтобы его создать, нажимаем KStore Manager, потом KStore, Create New, Anywhere. Открывается папка вашего проекта, чтобы в нем создать ключ. Можете поменять папку. User меняем на что хотите, но я обычно ввожу сначала слово key, а потом имя игры. Сохраняем и теперь вводим, собственно, сам ключ игры. Его лучше запомнить или записать, потому что как его восстановить в случае необходимости, без понятия. Ниже пишем название игры и повторяем пароль. Срок годности 50 лет, думаю, достаточно. Ниже 6 полей, можно не трогать, но я чуть заполню. И теперь нажимаем Add Key. Мы только создали ключ, но не подписали нашу игру, потому нас спрашивают, хотим ли мы этим ключом подписать текущую игру. Нажимаем «Да», и в поле ниже данные автоматически вносятся. Итак, на этом настройка почти завершилась. Перед билдом надо сделать иконку игры. Я специально не делал ее сразу, потому что сейчас сделаем всю графику для публикации в Photoshop, чтобы уже к нему не возвращаться. Вся графика — это иконка, креативы самой игры или скриншоты. Их должно быть не меньше 3 и не более 8. И баннер. Перед вами сейчас Photoshop с открытыми 3 документами, про которые сказал ранее. В каждом я написал требования и характеристики. Например, иконка должна быть 512 на 512 пикселей, формата JPEG или PNG, и размер до 1 мегабайта. Баннер размер 1024 на 500, и форматы те же. И превьюшки или скриншоты. У них каждая сторона должна быть от 320 пикселей до 3840 пикселей. Соотношение сторон 16 к 9 или 9 к 16, если горизонтальная ориентация. PNG или JPEG размером до 8 мегабайт. У меня сейчас размер этого шаблона 1440 на 2560 пикселей. Эти шаблоны я подготовил специально для вас. Их можно скачать по ссылке в описании. Итак, весь процесс творчества я не буду показывать, сейчас я не сделаю урок про Photoshop, просто и быстро для примера сделаю иконку, баннер и 3 превью. Когда все сделали, идем в Unity и загружаем туда нашу иконку. Делаем ее спрайтом и переходим обратно в Player Settings и загружаем ее сверху. Также заменим ее на вкладке Splash Image для загрузочного экрана.
Теперь осталось билдить проект. Итак, закрываем Player Settings и ставим галочку Build Up Bundle в Google Play. Именно этот формат загружается в Google Play Console. И нажимаем Build. Указываем путь, куда будем сохранять файл игры. Я обычно все билды сохраняю в корне игры в папке Builds. Ждем этот не совсем быстрый процесс, зависит от размеров игры и тому подобное. После того, как креативы готовы, билд готов, идем в Google Play Console. Вкладка «Все приложения». Тут будут находиться все ваши загруженные проекты. Нажимаем сверху «Создать приложение». Тут все просто. Вводим название игры, язык, выбираем игра это или приложение, платное или бесплатное, и снизу ставим две галочки. Нажимаем «Создать». Нас теперь перебрасывает на панель управления нашей игрой. Тут нам нужно ее настроить. Начинаем с первого пункта – доступ к функциям. Тут ставим, все ли функции доступны. Подробное описание выше. Дальше реклама. Если она у нас есть, ставим первый вариант. Потом возрастные ограничения. Вводим наш email на тот, на который регистрировался этот аккаунт разработчика. И ниже выбираем категорию «Игра», если вы, конечно, публикуете игру. Дальше нужно пройти по всем пунктам и указать, есть ли та или иная часть в нашей игре. Тут все написано понятным языком, поэтому не останавливаюсь. Но, к примеру, я буду дальше делать урок про внутриигровые покупки на примере этого приложения. Потому в этом пункте оставлю «Да». Нажимаем «Сохранить» и далее. Тут смотрим, какие значки мы получили. Нажимаем «Отправить». Возвращаемся к панели управления. Далее целевая аудитория. Настроим после политики конфиденциальности, потому что тут нет доступа к детям младше 13 лет. Даже если они вам не нужны, политика конфиденциальности все равно нужна. И последнее, поставить «Да» или «Нет» на вопрос о новостном приложении. В нашем случае нет. Теперь будем оформлять страницу нашей игры в Google Play. Выбираем «Игра», тут выбираем категорию и добавляем теги. Это своего рода тоже категория нашей игры. Ниже заполняем поля для связи с нами. Почта обязательная, остальное по желанию. Тут галочку можем оставить. Дальше нам нужно нажать на основную страницу и настроить все креативы, название и описание игры. Название будет находиться вот тут, что логично, описание вот здесь. Теперь наши креативы. Это иконка, превьюшки и баннер. Просто загружаем их ниже. Тут же видно и требования, про которые я говорил ранее. Если ваша игра имеет локализацию, то можем добавить оформление страницы и на других языках. Например, добавим русский. Вверху нажимаем на переводы, управлять собственными переводами и выбираем нужный язык. Теперь при выборе русского языка заполняем все то же самое, только на русском. Также загружаем все креативы, они могут быть точно такие. Или же, если на них есть текст, то можем приготовить отдельные варианты с разными языками. Например, в моей первой игре было много языков. Если выбрать русский, то все креативы имели русские надписи. А если английский, то соответственно английский. Нажимаем «Сохранить» и переходим к политике конфиденциальности. Это важно, чтобы она была. Для этого нажимаем в самом низу кнопку «Контент приложения». Тут мы видим, что много уже настроено нами ранее. Если что-то надо поменять, делаем это тут. Но нам сейчас надо первая панелька. Нажимаем, и тут надо вставить линк на политику конфиденциальности. Ее мы делаем через сервис App Privacy Policy Generator. Ссылка в описании. Заполняем все поля, название игры, наш email, бесплатная игра или нет, под какую платформу, дата, когда эта политика конфиденциальности вступает в силу, и кто разработчик, компания или лично мы. И вводим имя, которое стоит у нас в настройках проекта. Нажимаем на стрелку «Далее» и выбираем все сервисы, которые мы используем в нашей игре. В моем случае это только Unity. Если у вас что-то еще, то выбираем это тут. Нажимаем «Далее» и жмем на зеленую кнопку. Вот весь текст нашей политики конфиденциальности. Тут жмем на синюю кнопку и переходим на другой сервис, где проходим регистрацию, и появляется вот такая страница, где копируем ссылку и вставляем на страницу Google Play Console.
Если вы тут уже зарегистрированы, то может возникнуть проблема, что при нажатии на Deploy вас будет кидать на страницу регистрации, где нельзя войти в свой аккаунт. И даже при входе в него с другой страницы, вас все равно будут кидать сюда. Потому проще войти в аккаунт отдельно и тут создать новый проект. И вручную добавить нашу политику. После уже открыть ее отдельно и скопировать нашу ссылку. И вставить ее сюда. Все, основная настройка готова. Осталось только донастроить целевую аудиторию. Переходим на панель управления и выбираем последнюю настройку. Теперь у нас есть доступ к детям младше 13 лет, если, конечно, игра на это рассчитана. Ставим галочки, для какого возраста подходит наша игра. Если она подходит для детей младше 13 лет и у вас есть реклама, то будьте внимательны, чтобы реклама у вас была настроена под эту аудиторию, или получите бан. Про это я говорил в одном из своих видео, смотри подсказку, или ссылка есть в описании. Тут ставим «Да», скорее всего. Тут страница итогов по целевой аудитории. Если бы вы выбрали детей младше 13 лет, тут был бы еще один вопрос о том, хотите ли вы присоединиться к программе приложения для всей семьи. Выбирайте на свое усмотрение. Теперь, наконец, последний этап – загрузка файла игры. На панели управления внизу есть надпись «Опубликуйте приложение», или же просто нажимаем на «Рабочая версия». Нажимаем на страны и регионы и ставим те страны, где игра будет доступна. Я выберу все. Дальше нажимаем «Создать новый выпуск». Но так как эта игра чисто для примера, то я буду делать выпуск для закрытого теста. Вы также можете пока создать выпуск для теста, если в чем-то еще не уверены. Тут надо просто нажать на «Продолжить», чтобы Google проверила наши файлы на подпись ключом. А я это сделаю на закрытой версии. Тут создаю выпуск, даю имя, выбираю тестировщиков, у меня их 7. Вы можете создать свой список из тестеров, они добавляются по почте Gmail. Теперь создаю новый выпуск, и у меня экран, как и у тех, которые делали сразу рабочую версию. Тут нажимаю «Продолжить», про это я сказал чуть ранее. Ниже выбираю наш билд, App-Bundle. Пока он загружается, заполняем ниже. Название выпуска, или просто название игры, как вам угодно. А ниже описание вашего выпуска. Это будет отображаться в описании «Что нового» на странице Google Play. Вы когда заходите в приложение или игру, и у него есть обновление, то ниже зеленая область, где пишется, что завезли нового в этом обновлении. Вот как раз тут это и прописывается для всех языков, которые вы добавили, когда загружали креативы. Мы выбрали 2, потому тут только английский и русский. Я напишу, что это первый релиз. Дальше, когда будете загружать обновление, вы будете создавать новый выпуск и тут прописывать, что вы добавили в этом обновлении. Пишите в комментарии, стоит ли записать урок на тему, как сделать обновление для вашей игры и загрузить его в Play Market. Выше видим, что наш файл загрузился. Тут видим версию бандла, это 1, и с каждым новым обновлением она должна быть больше на единицу. Помните, я об этом говорил при настройке проекта. В скобках версия игры. Потом уровень API 21 и целевой 30, как мы и ставили. Нажимаем «Сохранить». Сверху могут появиться 2 предупреждения. Можете о них почитать, если хотите исправить. Но это не ошибки, потому можно обойтись без их решения. Теперь жмем «Внедрить». У меня пишет, что этот выпуск доступен мне и тестировщикам. Если же у вас была рабочая версия, тогда тут будет написано, что ваш выпуск доступен всем пользователям Google Play из выбранных стран. Теперь можем перейти в панель управления и видим статус на рассмотрение. Также это можно увидеть на странице «Все приложения». Тут, к примеру, моя игра еще на проверке. Ее сначала проверяли 3 дня, потом пришло уведомление, что я не так описание сделал, и пришлось после исправления снова отправить на проверку. Так что жду, через пару дней буду тестировать, дополнять и выпускать рабочую версию. Подписывайся, запишу потом про нее отдельное видео. Ну что ж, поздравляю, вы только что прошли вместе со мной весь процесс подготовки и публикации игры. Если же это ваша первая публикация, напиши про это в комментарии. Хочу узнать, сколько у меня будет плюс к карме. Дальше буду делать на примере этой же игры видео про внутриигровые покупки, где будем давать игроку возможность отключить рекламу и купить статус VIP. Так что подписывайся и ставь колокольчик, чтобы не пропустить. На этом это длинное видео заканчиваем. Всем спасибо и успешных вам проектов.